Салам алейкум, короче, наконец-то я определился с выбором. Взял LG NanoCell 866 NA. Короче, склонялся к выбору, TCL C815. И, был витринный какой-то вариант, что-то там со скидкой. Решил чуть-чуть докинуть и взять уже LG, потому что у меня сейчас на кухне LG стоит, стиралка LG, что-то, саундбар LG, поэтому решил взять LG просто. Так что начинаем распаковку и поехали. Будем смотреть, что, как там, чего там, что в комплекте. Притарабанили домой. Вот это вот так выглядит в запакованном варианте. Сейчас буду распаковывать. Дура вообще сумасшедшая. Вот это бывший. Ну, другой, предыдущий вернее. Это вот. Потом дальше распакую, поставлю там. И я расскажу, почему именно его выбрал. Так, вытащили. Такая ножка. Коробки поставили вот на стол, выгрузил. Это бывший, настоящий, разница. Вот, пакете всяких движух накидали. Буду сейчас смотреть, разбираться. Батарейки дали, нихера себе, Bexel. LG все батарейки ложат в Bexel. Тоже приятно, что сразу с коробки все будет работать, в отличие от Silvers Audio. Распотрошил. Подарили месяц для сериалов. Ну, питание с болтами. Это непонятная штука. Кто знает, напишите в комментариях. Ну и пульт, соответственно. Макулатурка. Ничего такого. Ну и наклейка, это не ясно. Сейчас буду присобачивать. Крепление здесь вот такое вот. Вот так. Вот она держится вот на таких вот. Сюда крепится. На этих с той стороны. Придется сейчас крутить, вертеть. Телевизор положил лицом наверх. Сейчас не знаю, как буду переворачивать. Во всех новых движениях порвали, как давно не рвавшие, во-первых, рубрику не нарушаем. Вот это вот новый глянец. Снимаем. Пультичка. Сейчас покажу разницу, кстати, с предыдущим. Вспотел в 3 пота просто. Разница в Magic пультах вообще никакие. Вот Movies появилась, это Play, это вот от этого, этот вот от нового. Разница, что у нас тут? Кнопка, шестеренка, которая здесь. В принципе, все то же самое. Иви, Movies. Ну, колесики одинаковые, все одинаково. Только этот горит, этот еще не заряженный. Так что вот так вот. Знаете, что делать. Кое-как я собрал. Меня смущает вот эта тема, что на таких маленьких болтах, он те большие, я завернул вот сюда. А именно к телевизору он будет цепляться вот на таких. Ел обратно вот эту всю, чтобы перевернуть, реально проблематично. Поэтому если вы разворачиваете, сразу снимайте, чтобы он лежал на столе, сразу прикрутить. Ну, я каждый день плазмы не вскрываю. Поэтому я опять нацепил и кое-как перевернулся, чтобы закрутить вот эту всю историю. Подсобрали. Вот 49 дюймов. Вот 65 дюймов. Это так выглядит. Теперь нормально можно смотреть. Кстати, он оказался даже больше, чем я планировал. Я хотел, чтобы он по вот эти вот грани был. Он даже еще больше уступает. Ну, нормально. Больше лучше, чем меньше. Нормально. Так вот, сейчас будем запускаться потихоньку. Запустился. Вообще пока картинка что-то с чем-то просто. Разница сумасшедшая. Он автоматически, вот эту демонстрацию подрубает. Вообще. Красота.
знаю, что тут камера передает, не передает. Но вживую это смотрится реально очень круто. Осы опять. Опять осы. Опять, сука, осы. Сейчас будем смотреть, что там как. Вот, короче, звук на максимум. Это чисто свой звук. Сейчас послушаем музычку. Кстати, прикол такой, короче, что этот пульт, это вот он новый. Вот он новый. Зарядили, короче, Мувиса. И вот от старого, и они оба подходят, я вообще попутал. Оба подходят. Просто достал с коробки и полетело сразу же. Так что если кому-то нравится старый пульт, можно на старом пульт газовать во все. Вот настройки, не только громкость. Вот он все сразу же. Magic, где выполняется, что, короче, нет сигнала. Magic, ага. А Magic указку не ищет, кстати. Но кнопочки вот эти вот работают вверх-вниз. Интересно. А тут что? Нет, сигнала нет. Включил там, подрубился. Личная история этого. Я вообще не пойму, кто тут кто. Оба выключили. Оба потушились, ребята, блин. Ладно, сейчас разберусь, что как скажу, по ощущениям. Короче, вчера столкнулся с такой темой, что если два телека рядом, короче, они не работают оба с одного пульта. Ну, сейчас я вчера поюзал, там фильмы посмотрел. Вот. Короче, делаешь вот так вот. И они включаются сразу одновременно два телека. Короче, я вчера бегал, тот все выключал. Короче, сделал всякие настройки, всякие интересы. Вот он подстроился, чтобы не такая сильная яркость была. Вот этот я вот так вот сделал. Вот так вот, короче. Пока этот не видит. Вот так вот раз. Чтобы он не мешал. Доступна новейшая версия ПО. Уже приятно. Обновить версию. Естественно. Выполняется обновление ПО, не выключайте КВ и не отключайте его от сети. Состояние обновления можно узнать в настройках. Сразу же проверим. Естественно. Поиск сигнала. Все, ПО пошло качаться, нагружаться. Ну, приятно. Короче, по настройкам я вчера лазил. Что-то я тут делал, короче, на экране. Я, короче, вот выставил вот так вот режим изображения стандартный. Мне нравится, что здесь есть пояснение ко всему. Звук очень даже хороший. Единственное, что Bluetooth 5.0 я хотел, соединить, короче, два саундбара. Один вон там, вот один вот этот. Этого не получилось у меня, не знаю. Может, я какой-то ПО накачу, чтобы этот... Здесь вот полазил, повыставлял такие вот экономия энергии автоматически, дополнительные настройки, режим. Короче, я включил все, что можно было, короче, включить вот эти вот какие-то режимы. Ну, через HDMI, короче, я их отдельно еще буду рассматривать. Ну, по качеству, по картинке просто бомба, честно говоря. Давайте по старой схеме, что мы ютубжик, где он? Вот он. Музыку накрутим. Это все мои, которые я вчера крутил. Так, что тут? Музыка. Ну, давай вот так вот сделаем. Через пульт скажем. Повторите после. Короче, говорит, друг, как обновишься, так подойдешь.
Так, что тут у нас? Ну, где у нас, что у нас все настройки? Сеть, медь, шметь, настройки. Ну, такой шустрый достаточно. Немножко отличается с предыдущим. И, честно, я не помню, что. Ну, 2018 года тоже неплохой. Экономия энергии. Что мы будем экономить или что? Автоматически, что? Среднее отключение. Среднее. Тимати Эйфория. Вообще просто хотел посмотреть, что это за песня. Что это отключение? Автоматически. Ну, выключим. Изменение параметров может привести к повышенному энергопотреблению. Не вопрос. Мне нравится, что вот здесь вот каждый пункт вводишь, и тебе дает пояснение, для чего, короче. Вот это очень приятно, конечно. Дополнительные настройки, туда-сюда. Настроек на самом деле куча. AMD FreeSync для геймеров. На видном отклик. HDMI Ultra HD. Фильм смотрел. Там как что он типа обнаруживает там HD, что-то, короче, что такого флажка не высвечивалось. Ну, это такое вот. Мое такое. Нет. Ну да, что. Блин, а где эти обновления посмотреть, что он когда там обновится? Непонятно. Доступность. О, звуковое управление меню и действиями с помощью голоса для людей с недостатками зрения после включения функции настройки доп. Параметры. Аудиоописание. Нормально. Высокая контрастность. Ну, это дополнительно, я так понял, для людей с ограниченными возможностями. Для слабослышащих. Инвертировать цвета. Дальше. Управление учетной записью. Дополнительные настройки. Прозрачность меню. Эко. Ну, это я все повыключал. Чтобы не было ничего. Автоотключение питания 4 часа. Ну, это такое. Режим дома. Быстрая загрузка. Индикатор режима ожидания. Реклама. Рекламу я, кстати, выключил. Тут зашел. А, нет. Да. Вот, ограничил. Так. Подключение. Что у нас? Управление подключением к мобильным. Короче, вот эти все движухи там с приложениями я еще даже не тестил. Просто включил, понастроил. Но мне очень картинка понравилась. Кстати, ну, вот этот вопрос типа засвет и туда-сюда там. Локальное затемнение, как бы ночью вообще никаких проблем. Когда телевизор смотришь, как бы он все это выравнивает. Вообще там вечная суета какая-то с этими засветами. Качество картинки, конечно, впечатляет. Настройка режима изображения. Кстати, вот здесь я выставил пользовательский. Вот здесь вот, кто, если что, у кого есть какие-то настройки, допустим, ну, кто-то больше меня там, допустим, понимает, если будет смотреть, подскажите, пожалуйста, вот по вот этим вот параметрам, что тут выставить. Здесь я не знаю, вчера не крутил, я просто накрутил здесь в дополнительных настройках. Вот. Здесь вот тоже вот по моментам, тут если в комментариях, может, подскажете. Я такой чисто на свой вкус как бы накрутил. Что-то понял, что-то нет. Но картинка мне очень понравилась. Параметров куча просто, куча. Шумодав, подав МП, плавная градация. Все включил, все, что можно. Кроме защиты зрения. Зрение вообще не защищал. Локальное уменьшение подсветки. Вот так же тут есть. True Motion. Плавно. Интересные штуки, но и стоит отдельно как бы сесть там подразобраться. Вот единственное, что мне почему не дает мне подрубить тут, качество звука послушать. Не дает. Блин, а когда она новую эту скачает, ты чё? Ну, размер просто сумасшедший. 65 дюймов. По сравнению с этим я реально думал, немного будет больше, а он в разы просто больше. Вот единственное, прям вот не могу понять, что у нас по обновлениям. Наверное, скорее всего, вот здесь вот поддержка. Обновление по... еще 8, еще 20%.
Разрешить автоматическое обновление. Пускай обновляется, что нет. Интернет бесплатный. Ну как не бесплатный? Но безлимитный. Версия ПО 03.11.10. Я надеюсь, это не дата. Так, сейчас он обновится. Просто подрубим музыку. Я не знаю, чтобы включить, что от меня по авторским не прилетело. Ну, сейчас что-нибудь да включим. Видео без авторских плав, как обычно. Вон оно. Все для вас. Ну-ка. А ну-ка, давай-ка. А он найдет, не найдет, интересно, мой канал. Не, он-то найдет, конечно, в любом случае. Ну-ка, давай так. Чисто небольшая реклама своего канала. А вот он сразу. О, ну конечно, потому что я через свой профиль зашел. Вот этот видос посмотрите. Недавно запустил, как я ушатывал просто улей. Ну смешно. Тоже тут есть. Есть что посмотреть. Разный видос. Есть. У меня видос вот этот вот уже набрал 469 тысяч просмотров. И он еще набирает. Ладно, мы здесь не за этим. Так. Мы здесь за телевизором. Так. Да что ты? Сколько ты там будешь обновляться? Так. Обновление. Что он хочет сказать? Обновление после обновления будет принято после перезапуска. Ну окей, давай посмотрим, насколько это резко. Сейчас опять тут телек включится верхний. Нет. Удивительно. Что это такое? Что это такое? Не выключать, типа, короче. Просто если выключите, короче, потеряете свой телек. Я с утра пораньше, короче, встал сразу. 8, лег, блин, в 4, стал 8:30 сразу же. Давай, за телевизор. Щупать, настраивать, где-то как-то. Сейчас он пока подобновится. Сколько он там обновы это весит, непонятно. Ну, и мне это не интересно. Что он там, что-то прогружает. Все, вроде загрузился, дальше полетели серфиться. Вот это вот картины, да, вот эти фокусы, типа как картину использовать можно. Ну тут явно как бы картина на столе стоять не будет по-любому. Так, дальше. ТВ перезапустился для показа обновленного соглашения с перезапуск. Ну, давай еще раз. Как обычно на халатах. Что? ДТВ. ТВ1. Использование сервисов Smart TV может быть ограничено, если вы не согласитесь с обновлениями, соглашениями. Чтобы ознакомиться с новой версией соглашения, жителей кнопку просмотреть ниже. Да вопросов нет, это как Герасим, все согласен. Прими, да. Дай посмотреть нам что-нибудь. Ладно. Что-то какие-то соглашения. Как обычно все принять. Так, YouTube. Надо здесь потом, конечно, поменять все местами по упорядочию. Эти вот, ну, вообще не критично скажу, вот это типа за свет, вот это. AirPlay, что-то, передача интернета, ТВ с iPhone, iPad, компьютер, Mac. Понял. Нет, это не нужно. Нет, по сравнению с тем, что как бы что он показывает и дает, какие эмоции телевизор, вот эти вот, типа, говорят, типа, за свет, это вообще ни о чем. Реально, не парьтесь за эти засветы, я вот сильно голову ломал. И ничего, все нормально. Так, сейчас давайте найдем.
Музыка без авторских прав. Сейчас мы включим наши пару треков. Вот, для стрима вот это вот ничего вроде. Сейчас настройки чекнем, что. Хотите сделать покупки еще удобнее? Вы можете выпустить дисконтные карты, бесплатно и в несколько касаний. Любимые магазины в приложении «Кошелек». Это, короче, сколько выходов здесь, короче, есть на звук. Это вообще сумасшествие просто. Звук очень даже достойный, кстати, вот сейчас светло, утро. Вот черный, пожалуйста, черный, есть черный. Никаких вопросов за светом вообще нету просто. Здесь по динамикам. Здесь очень большие, кстати, расширенные настройки, короче, по звуку. Где-то я тут лазил, сейчас найду. А здесь все настройки надо. Вот звук. Вот, Dolby Atmos, все, короче, подключается, все это тут. Режимы настройки. Но это тоже я еще дополнительно полазю, может быть, дополнительно запилю вам какой-то отдельный обзор только на настройки. ТВ настройки, тип установки. У нас он, конечно, у нас настройки. Вот он, Dolby Digital Plus. Ну давайте зайдем, щелкнем, что он тут предлагает. Вот у всяких разных. Я их реально не слушал, потому что на все я просто вчера музыку подрубил. Их можно реально слушать отдельно. Но единственное, что вот у меня я подключал саундбар, он сзади. Ну, качество звука, конечно, соответственно, он за телевизором, его толком не слышал. Ну, фильм я посмотрел, нормально все. Вот, по Bluetooth соединяется. Два единственных саундбара не смог я соединить. Что еще вот, может попробовать тут видео без авторских прав на ютубе, может быть так вот. 4К видео без авторских прав. 4К видео без авторских прав. Без авторских. Конечно. Что тут? Нет. Не знаю. Лучше расслабляющий аквариум. Снайпер. По старой схеме, что ли? Ну, за снайпера, говорят, там прилетает. Dolby Atmos 4К. За снайпера прилетает. Поэтому я слышал, что там прилетает за снайпера. Давайте вот так сделаем. 4К. Поиск. Что тут у нас? Ocean. Я реально, короче, не знаю, как их. А, проверка ТВ, что? Ну, можем вот так вот. Проверка ТВ. Что у нас тут покажет? Тест. Вон, как все, как любители вот эти полосы посмотреть непонятные. Я вот здесь это их не понимаю. Вон, засветы какие. Ну, звук тоже параллельно. В жизни, ну, белый там был, он показался серым, как бы нормально.
Короче, ребята, ну как-то так. Вот все, что знал, все, что увидел, все вам показал. Вот. Короче, вот он мой канал. Как все делают в ютубе. Также включать, типа, такой раз на фоне своего канала. Короче, единственное, что ты можешь в этой жизни включить, это фон своего канала. Короче, этот. Ну вот он мой канал. Ну и здесь, соответственно, подписывайтесь, ставьте лайки. С вами был Оскар. Всем хорошего настроения, впечатления. Поэтому, если какие-то есть вопросы, тоже пишите в комментариях. Я всем отвечаю, все комментарии читаю. Поэтому всем хорошего питания. Кто ты такой? Давай, до свидания. Короче, ребят, я просто не мог это не записать. Телек настолько четкий, что его даже можно смотреть даже выключенным. Даже выключенный вообще очень круто смотрится. Реально. Ну, можно даже не включать, вот так вот поставил, короче, и сидишь, кайфуешь, смотришь вообще чисто с кайфом. Вот. Да я уже, это после такое, короче, это уже аутер, так сказать. Уже постощущение. Я его выключил. И сижу его выключенным смотрю, кстати. Очень тоже хорошая картинка. Просто выключенным сидишь, балдеешь. Смотришь реально. Не то, что там какие-то засветы. Он даже выключенный очень круто смотрится. Так что, ребят, за настроение, подписку, лайк не забываем.